Добрый день, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал. Гуляем по Ташкенту. Везде такие красивые цветы. Всех приветствую, добро пожаловать. Давайте прогуляемся. Сейчас август в Ташкенте. Это самый жаркий месяц в году. Но сегодня вот так пасмурно, дождик идет. И поэтому сегодня попрохладней и можно погулять. Посмотрите, какой зеленый город. Здесь сбоку находится парк. Он называется «Голубые купола». Кто в Ташкенте был, определенно знает об этом месте. Здесь много семей гуляет, катаются на велосипедах. И что мне нравится, то что тут такое спокойное, уютное место, тихое. Уже вот дождик накрапывает. Ну, для Ташкента дождь — это самое любимое, потому что он редко идет, и всегда люди радуются, когда дождь идет. Здесь такие большие деревья. И так красиво все подсвечено. И прогуляться очень приятно. Я всегда прошу в комментариях написать, были ли вы в Ташкенте. Если были, какое ваше любимое место, напишите мне в комментариях. Что мне нравится, что везде цветы вот такие, даже вдоль дороги. И очень зеленый город. Вот здесь сейчас перейдем на другую сторону, уже от парка уйдем. И покажу вам, что с другой стороны. Там тоже недавно благоустроили и сделали очень интересное место, необычное. И сейчас вам проведу экскурсию. Вот сколько цветов, как ярко, красиво все. Приятно в такой день, когда пасмурно, прохладно. А здесь прям настоящий лес, как будто такие сосны, хвойные деревья. И тут вообще приятный запах, чистый воздух. Вот здесь вот благоустроили всю площадь. Это площадь космонавтов называется. Вообще весь этот район, не конкретно вот это. И метро здесь космонавтов такое красивое, одно из самых любимых станций, потому что внутри дизайн прям как будто из космоса какой-то. Вот здесь сделали детскую площадку, мягкое покрытие. Приятно тут ходить. И все без заборов, все бесплатно. Даже самому хочется туда залезть. Интересно сделано. Вот дети бегают, даже несмотря на то, что мокро, дождь. Все равно дети радуются. О, смотрите, лежат, сколько детей там развлекаются. Вот на той стороне это парк «Голубые купола», а вот здесь тоже благоустроили и сделали парк. А раньше тут было как-то пусто, неаккуратно и неинтересно тут было ходить. Высадили вот такие кустарники с цветами. И тоже на пустом месте появился парк. Вот как можно делать красиво, удобно для людей. Главное, чтобы люди не мусорили и ничего не ломали, а поддерживали чистоту, красоту. И тогда вообще город будет приятный. Вот урны поставили. Ну, вообще хорошее место такое вот. Травы как много, все зеленое. Приятно погулять в таком месте. Вот эти мне очень нравятся шары.
Так воздушно выглядит, как будто для ребенка что-то интересное, что привлекает внимание. Воздушные такие шарики. Приятно смотреть, интересный элемент. И мне нравится, что здесь красным вот все сделали. Тоже какой-то стиль появился у этой площади. Тем временем дождь прям сильный идет. Скамеечки сделали. Но, правда, такой навес дырявый от дождя не защитит. Скорее, это просто для украшения. Но зато такое место. Представьте, кто вот здесь живет. Возле дома у них такой, как парк, скверик. Ну, здорово. Вон даже взрослые катаются на качелях. Я всегда говорю, когда если место хорошо сделано, то все сразу туда бегут, играют и радуются. Как весело. Если бы место было неинтересное, сделано неправильно, тогда бы тут никого бы не было. А так людям нравится. Здесь всякие турники, можно позаниматься. Приятно так в дождик прогуляться. Звуки природы и вокруг зелень, свежий воздух. Очень здорово. Если бы я здесь поблизости жил, то несколько раз в день бы выходил, тут гулял, сидел. Очень приятно. Интересно, вечером вот эти подсвечиваются красивые светильники. Здесь поставили какую-то интересную скульптуру. Я поначалу думал, что это реальные люди сидят. Здесь герб Узбекистана. Это, наверное, так задумано, что здесь семьи будут сидеть, книжки читать в этом парке. Ну, сделано интересно. И туда дальше продолжается. Представьте, раньше вся эта территория заброшенная была, и сейчас такой красивый парк получился. Аккуратные скамеечки, много травы, деревья такие пышные. Вот даже удивительно, то что в других местах сейчас уже листья сухие, а здесь прям такое все зеленое. Наверное, хорошо тут поливают, ухаживают. Хотя вот здесь дерево впереди тоже высохшее. Ну, наверное,
Какие-то деревья все равно в такую жару листья не выдерживают, засыхают. Поэтому надо очень много поливать, ухаживать. Конечно, климат в Узбекистане такой очень засушливый, очень такое жаркое лето. Но, тем не менее, когда такие парки есть, это очень приятно сразу, когда попадаешь в такие места зеленые, тенистые, сразу ощущаешь прохладу и намного легче переносить жару. Кстати, а в какие места вам нравится ходить, когда жарко, в какой парк? Какой парк вообще ваш любимый? Напишите. Сейчас мы выйдем к дому, который вообще уникальный, один из самых таких уникальных в мире. Называется Дом Жемчуг. И он единственный такой в своем роде, потому что он разделен на секции по 3 этажа, и в каждой секции внутри свой двор. И люди там могут отдыхать, это общее такое пространство, и называется дом с махалями. Вот посмотрите, я там внутри был, там и деревья внутри растут, и такие виды шикарные. И когда ты там находишься, как будто просто вот 3 этажа, которые у тебя, это только это как будто видишь пространство, и даже не чувствуешь, что ты в таком многоэтажном доме. И там так просторно, видно на весь Ташкент центральный, самые красивые здания. И даже здесь, смотрите, цветы посадили, такие цветущие деревья. Вот такой ветер прям поднялся, дождь сильный идет, но опять-таки это так приятно гулять в дождь. Вот эта архитектура мне очень нравится, что какие-то мостики, какие-то балкончики необычные. Вообще. Никогда прямые коробки дома скучные, а вот такие необычные какие-то выходы, пространства. Чувствуешь себя как в каком-то фантастическом фильме. Давайте, здесь вообще никогда не проходил, посмотрим заднюю часть. О, цветы какие-то в кадушках. Тоже люди высаживают, интересно. Так, интересно, здесь можно пройти? В задней части никогда не ходил. Интересные орнаменты какие-то, как ракушки на фасаде. И балконы такие круглые висят. Решетки узорчатые, очень интересно. Так, ветер прям усиливается. У меня зонт сносит, я еле его держу. О, непогода. Вот, посмотрите, как красиво. Но для вас я стараюсь показать, несмотря на то, что такой сильный ветер, дождь, все равно я стараюсь вам показать какие-то необычные места. О, совсем тут сносит. Такой сильный ветер. Один я, по-моему, на улице остался. Все бегут, бегут, прячутся. А я тут вам снимаю. Совсем сумасшедший ветер настал, буря. Надо бежать прятаться. Посмотрите, прям все сносит тут. Такой ветер сильный. А я выходил, думал, только дождь немножко пойдет и все. А тут вон все летает.
Ну, на такую погоду тоже интересно посмотреть. Не каждый день такое происходит. Здесь, в этом месте, я вообще впервые хожу. Тоже необычно как-то выглядит. Даже город не узнаешь здесь. Вот этот дом классный. Я там на самом верху был. И весь город красиво видно. Здесь внутри как оформлено, с цветами все. Очень здорово. Я очень рад, что пошел сегодня. И необычные места вам показал, и такая погода. Вот эта машинка старая такая. Давно раньше они такие ходили. Тика называется. Да, конечно, город Ташкент такой разнообразный. И в разных местах не все одинаковое какое-то. Посмотрите, какой балкон здесь. Каждый раз на какую-то улицу зайдешь, и там тебя сюрприз ждет, что-то уникальное, что-то интересное, необычное. Но здесь как сделано прикольно. Окна. И очень интересно по Ташкенту гулять, исследовать. Всегда что-то уникальное и интересное увидишь. Напишите, кстати, в комментариях, любите ли вы дождь, нравится ли вам такая погода, гуляете ли вы в этот момент или остаетесь дома. Такой ветер прям сильный, у меня зонт выхватывает, не могу удержать. Ну, зато такие места показать вам. То, что не туристические, то, что другие люди никогда не показывают, сюда не заходят. Показать, как люди живут. Ну, давайте там пройду к дороге поближе. Покажу, как с той стороны выглядит. Вот здесь баскетбольная площадка. О, играют даже там. Несмотря на то, что такой дождь, ветер, смотрите, дети играют. Ничего себе. А вот здесь, смотрите, не поливает, и здесь вот такое все высохшее. И все желтое, без травы, как сено. Потому что такой жесткий, жаркий климат, что сразу все высыхает, и надо постоянно поливать, ухаживать. Поэтому, когда вы видите в Ташкенте зеленые такие пространства, это значит, очень много труда туда вложено, очень много ухаживали за этим, потому что очень редко дожди, и надо ценить такие места, ценить труд людей. Вот здесь дорога главная от метро Космонавт до метро Айбек. Вот здесь сверху даже кустики высажены зеленые. Приятно гулять, такая зеленая улица. Кто досмотрел до этого момента, напишите в комментариях об этом. Мне будет приятно знать, что вы смотрите весь ролик с начала.
Очень хочется узнать, сколько людей досматривают до конца. Мне это очень приятно. Зато какой воздух после дождя, это вообще чистый, всю пыль смыло и приятно находиться. Люди пакет на голову одевают. Смешно. И сейчас как раз сделали кружок и возвращаемся к тому месту, где начали. Много цветущих деревьев. Надеюсь, через экран вы почувствовали прохладу, получили удовольствие от прогулки. И я буду рад вас видеть в других моих прогулках. Всегда вам рад на моем канале. И всем хорошего дня, хорошей недели. И пока-пока.